Канал Валерия Табакова представляет результаты предварительного судебного заседания по делу об убийстве Фарион 3 января 2025 года. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Валерий Табаков. Многие из моей аудитории уже знают, что вчера, 3 января 2025 года, состоялось предварительное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Назначено оно было в Шевченковском суде города Львова на 10:30. Там вначале была заминка, связанная с сообщением о минировании здания суда. Немного подождали, проверили, никакого минирования не было, как оказалось. Всех вывели, потом начали опять запускать. Привезли обвиняемого Зинченко, перед входом собрались адепты украинского языка, которые начали кричать всякие кричалки, лозунги о том, что мова это зброя, слава Фарион, и что еще они там кричали довечно, то есть требование пожизненного заключения для Зинченко. Ну, конечно, это, так сказать, такое давление, можно сказать, и на суд, и на обвиняемого, и на родственников обвиняемого, так называемую группу поддержки. Но что было дальше? Зинченко прошел в здание, потом запустили всех остальных, в том числе и корреспондентов. Пока суд не начался, Зинченко начал рассказывать корреспондентам о том, как он проводит время в СИЗО. Рассказал, что у него было 6 коротких голодовок, чисто формальных. Наверное, он какие-то требования предъявлял, какие конкретно не рассказал, но 6 голодовок было. Потом он начал общаться с мамой и со своими знакомыми через щелки в ограждении. Некоторые там, опять же, высказывали неудовольствие о том, что общение проходило на русском языке, и в конце концов началось заседание суда. Опять же скажу, что это судебное заседание было предварительным, то есть, по сути, рассмотрение дела еще не начиналось, просто решались какие-то там организационные вопросы. Но они достаточно важны, эти организационные вопросы, потом я об этом скажу поподробнее. Зашли в зал 3 судей, то есть председательствующие, 2 членов судебной коллегии, всего 3. Началось рассмотрение ходатайств. Было 2 ходатайства. Одно подано прокурором. Прокурор, кстати, сказать, петлеванный. Присутствовала также потерпевшая сторона, это София Особа, дочь Фарион, и ее адвокат. Присутствовал также адвокат Зинченко, ну и сам Зинченко в ограждении. В зале суда также были корреспонденты телевизионных каналов. Вначале было заявлено ходатайство о прямой трансляции, которое суд удовлетворил после того, как принял соответствующее решение в совещательной комнате. Затем суд рассмотрел еще 2 ходатайства, которые были поданы через канцелярию. Это ходатайство прокурора и ходатайство адвоката Софии Особы. Прокурор ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Зинченко и еще на 60 суток. Суд для принятия решения по ходатайству удалился в совещательную комнату. После того, как суд вышел из совещательной комнаты, председательствующий огласил решение о том, что срок содержания под стражей для Зинченко продлен по 4 марта 2025 года. С чем это связано, трудно понять. Прокурор настаивал на том, что Зинченко представляет какую-то опасность для свидетелей, для потерпевшей стороны, но каких-то аргументов таких реальных не представил. Во всяком случае, суд рассмотрел ходатайство и его удовлетворил, так что Зинченко будет находиться под стражей еще до 4 марта. Что касается 2 ходатайства, адвокат Софии Особы заявила, что имеют место угрозы в адрес Софии и ее детей, которые публикуются в социальных сетях, в комментариях, и под ними есть 5000 лайков под этими угрозами. И поскольку раньше на этапе досудебного следствия у Софии была охрана, которая была предоставлена по постановлению следственных органов, то теперь эту охрану нужно предоставлять по решению суда. Суд опять же удалился в совещательную комнату, вышел и удовлетворил ходатайство. То есть он предоставил охрану Софии и ее детям Еве и Дмитрию и поручил их охрану органам полиции. Что нужно по этому поводу сказать? Когда судья зачитывал это решение, он почему-то очень болезненно отнесся к тому, что, возможно, видеокамера телевизионщиков могла быть направлена на текст, с которого он зачитывал постановление суда об удовлетворении ходатайства. Я обратил внимание на то, что, во-первых, в этом постановлении
охрана была предоставлена не только Софии, но и двум ее несовершеннолетним детям, хотя формально участником дела является только София. Ее дети Ева и Дмитрий не являются участниками дела. Поэтому на каком основании суд им тоже предоставил охрану, непонятно. Но это уже нюансы, так сказать, перлы украинского правосудия, будем так говорить. То есть, когда суд предоставляет охрану лицам, которые не имеют никакого отношения к делу. Ну да ладно. Доказательств тоже ни адвокат, ни София не предоставили. Они делали какие-то там заявления, и суд учел их просьбы, их заявления о том, что якобы это реально были чьи-то угрозы. Адвокат Зинченко заявил по этому поводу, что не стоит это воспринимать как угрозы со стороны тех, кто поддерживает Зинченко. Эти угрозы, по мнению адвоката, не являются позицией ни Зинченко, ни тех, кто его поддерживает. Так что, кто это там угрожал Софии, трудно сказать. Вот то, что София сама угрожала Зинченко, это мы все с вами помним. И никакого наказания за это София не понесла. А вот здесь вот, кто угрожал, может быть, сами же члены группы поддержки Фарион, София, группа поддержки Софии, сами себе, возможно, пишут угрозы, а потом требуют, что дайте нам охрану. Трудно сказать, это уже на совести судей. Ходатайство о прямой трансляции также было удовлетворено. В зале суда во время беседы телевизионщиков с группой поддержки Зинченко, это его мать и другие женщины в футболках с портретом Зинченко, поддерживающие Зинченко заявили, что никаких доказательств вины Зинченко следствие не предоставило, и продемонстрировали запись выступления одной из свидетельниц, которая сообщила о том, что видела человека в панамке и в очках, который сидел с утра до ночи на лавке во дворе дома, где проживала Фарион. И вот эта свидетель заявила, что там явно, это видно на записи, она заявила, что этот человек сидел якобы примерно 2-3 недели до убийства. Убийство произошло, как вы знаете, 19 июля, а 2-3 недели это от 14 до 21 дня. А Зинченко приехал во Львов 9 июля, то есть 19 минус 9, это будет 10 дней. Зинченко находился во Львове с момента своего приезда до момента убийства 10 дней. Поэтому этот срок 10 дней он не попадает в период 2-3 недель. То есть 2-3 недели это с 14 по 21 день, но никак не 10 дней. Поэтому кого там видели свидетели в панамке и очках, трудно сказать, но можно предположить, что это явно был не Зинченко. Что хочется еще сказать, то что средства массовой информации, которые освещают ход процесса, склонны к тому, чтобы превратить уголовный процесс, который касается чисто уголовного преступления, чисто убийства, они пытаются превратить этот процесс в процесс о языковом споре, то есть споре по поводу роли украинского языка в украинском обществе. СМИ заявляют, что якобы суд об увольнении Фарион из Львовской политехники установил тот факт, что Фарион якобы не оскорбляла русскоговорящих военных. Но еще раз, вернувшись к этому моменту, то есть к суду об увольнении Фарион, у меня об этом было видео, я еще раз напомню, что ничего подобного суд по делу об увольнении Фарион не устанавливал. Суд установил только то, что оскорбление, которое совершила Фарион в адрес украинских военных, защищающих Украину от российских захватчиков, от российских оккупантов, установил, что это оскорбление в адрес военных является совместимым с пребыванием Фарион в должности преподавателя Львовской политехники. Вот что суд в действительности установил. То есть оскорбление со стороны Фарион это, конечно, аморальный поступок, как посчитал суд, но такой аморальный поступок, который совместим с пребыванием Фарион в должности преподавателя. Это как бы еще один перл украинского правосудия. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Так что СМИ просто врут о том, что суд установил, что Фарион не оскорбляла военных. Оскорбляла. Поступок аморальный, но, по мнению суда, не настолько аморальный, чтобы уволить Фарион за этот аморальный поступок. Дальше еще один момент, достаточно важный в подготовительном судебном заседании. Это то, что поскольку квалификация дела была изменена, то есть дело рассматривалось о подозрении Зинченко
по части 1 статьи 115, это неквалифицированное убийство, его переквалифицировали на часть 2 статьи 15, квалифицированное убийство. Там пункт 8 и пункт 14, об этом я тоже уже говорил в одном из своих видео, и говорил о том, что мотив, который там прописывается, и обстоятельства, которые в пункте 8, обстоятельства о том, что Фарион якобы исполняла какие-то общественные обязанности, публикуя свои оскорбления в адрес военных или других русскоязычных граждан Украины, что она таким образом исполняла какие-то там свои общественные обязанности. Я, друзья, уверен, что никакой общественной обязанности на Фарион никто не возлагал в том, чтобы оскорблять русскоговорящих граждан Украины, в том числе и военных. Что касается пункта 14, это мотив национальной неприязни. Но опять же, следственные органы извратили обстоятельства дела, то есть национальная неприязнь была у Фарион, а то, что хотят следственные органы выставить как национальную неприязнь, приписывая это Зинченко, это может быть квалифицировано только как мотив прекращения вот той национальной неприязни, того действия по проявлению национальной неприязни, которое имело место у Фарион. То есть мотив, направленный на прекращение действий по проявлению национальной неприязни Фарион под тем ее оскорбительным высказыванием в адрес русскоязычных, не является мотивом, о котором говорит пункт 14 части 2 статьи 115, мотивом национальной неприязни. Поэтому достаточно сложно, и думаю, что невозможно будет доказать то, что у Зинченко такой мотив, о котором говорит пункт 14 части 2 статьи 115, имел место. Но зачем это сделано, зачем была сделана такая переквалификация, тоже сложно сказать. Но с другой стороны, сторона обвинения, она просто таким способом усложнила себе задачу. Ну, что же делать? Защите становится в таком случае легче действовать в защите, поскольку обвинению придется доказывать, кроме всего прочего, также и наличие мотива. Что касается фактажа, дело-то следствия уже завершено, поэтому, так сказать, тайна следствия уже не действует. Теоретически уже можно разглашать то, что имеется в материалах дела. Дело не засекречено. Сбор доказательств по делу завершен. В деле, насколько вы помните, было 2 экспертизы, о которых я тоже уже говорил. Там портретоведческая и одерологическая. Еще там были назначены ряд экспертиз, около 15 генетических экспертиз, результатов которых, по всей видимости, следствие не дождалось, или они не подтверждают версию обвинения. И в таком виде обвинение в большой спешке направило дело в суд. Переквалификацию они сделали, по всей видимости, для того, чтобы политизировать само преступление и попытаться повесить, что ли, вот эту политизацию, но не только на Зинченко, мягко говоря, а и на всех русскоговорящих граждан Украины. Ну, так сказать, сделать из процесса такую петлю для всех русскоговорящих граждан, что именно они являются соучастниками, понимаете, в чем состоит эта подлость переквалификации, сделать всех русскоговорящих соучастниками убийства Фарион. Это такая гадкая и подлая, можно сказать, позиция сторонников Фарион и позиция стороны обвинения. Она достаточно провокативна. Это, так сказать, подстава, чисто прокурорско-полицейский финт ушами. Кто заказчик этой подставы? Исполнитель суд. Угадайте с 3 раз. Какое заказано решение? И кто его, этого решения, заказчик? Моя же позиция такова, что в Украине не стоит заниматься разделением людей по языковому признаку, а наоборот, граждан Украины нужно объединять и убрать все вот эти вот санкции за использование русского языка, которые на сегодня незаконно пытаются применять в правовом поле Украины. Еще раз напомню, что Конституция Украины, ее статья 10, предоставляет русскому языку в Украине статус свободно используемого языка, а это значит, что этот русский язык можно использовать во всех сферах в Украине, в том числе в госслужбе, в системе образования, в армии, в сфере обслуживания, то есть везде. Это свободно используемый язык. То, что там содержится в законе Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
это попытка создать коллизию норм Конституции и закона, то есть закон ограничивает права граждан Украины на свободное использование русского языка, установленное Конституцией. И поскольку есть коллизия закона и Конституции, то по принципу верховенства права, который должен действовать в Украине, нормы Конституции имеют наивысшую юридическую силу. Поэтому, когда в данном случае есть коллизия, применяется норма Конституции, то есть всякие ограничения на использование свободно используемого русского языка в Украине незаконны. Поскольку в Украине действие верховенства права на сегодня проблематично, то есть можно сказать, что его действие в Украине не реализовано, то видите, что происходит. Статус правовой державы для Украины, желающей стать членом ЕС, проблематичен. Но стоит заметить, что адепты мовы и не стремятся в ЕС. И, кстати, Фарион позволяла себе наглые оскорбления по этому поводу в адрес Венецианской комиссии Евросоюза. Оскорбления со стороны Фарион в адрес военных, но и со стороны других граждан тоже происходили и происходят. Что касается ситуации, связанной с политизацией дела об убийстве Фарион, то вообще-то вот та ситуация, по которой Шевченковский суд Львова рассматривает дело в такой постановке, то есть приписывая мотив национальной неприязни обвиняемому, эта ситуация создает основания для того, что львовские судьи теряют объективность в этом процессе, поскольку они заангажированы. Имеет место упрежденность, то есть львовские судьи этнические украинцы, украиноговорящие, и поэтому есть все основания для того, чтобы заявить ходатайство о том, чтобы рассмотрение дела было перенесено в нейтральный суд, ну, например, суд города Чернигов или Киева, может быть, даже Днепра или Харькова, ну, то есть там, где нет такой неприязни к русскоязычным гражданам Украины, как во Львове. Но это уже на усмотрение Зинченко и его адвоката. Теперь, что касается еще одного важного формального момента, то это то, что поскольку санкция статьи 115, теперь уже по части 2, предусматривает пожизненное заключение для Зинченко, то в такой ситуации, как вот и разъясняют прокуроры, требует закон, у стороны защиты возникает право заявить ходатайство о том, чтобы это дело рассматривала коллегия судей в составе 3 присяжных и 2 судей. Это достаточно важный вопрос. Суд присяжных является тем инструментом, который позволяет именно гражданам Украины участвовать в вынесении судебных решений по категории дел, где санкция предусмотрена в виде пожизненного заключения. Однако одновременно с этим суд разъясняет, что во время военного положения, которое сейчас имеет место в Украине, эта норма про суд присяжных в Украине не применяется. То есть, опять же, о чем это? О том, что конституционные права граждан Украины на полноценную судебную защиту, которая предусматривает в данном случае участие присяжных, то есть не монополию судей на вынесение решений, которые достаточно сильно коррумпированы в Украине, эта монополия судей поддерживается постановлением о неприменении норм о суде присяжных и также существованием самого военного положения. То есть, понимаете, друзья, Зинченко имеет право на рассмотрение дела в составе коллегии присяжных, но его этого права пытаются лишить. Поэтому по-любому такое ходатайство о рассмотрении дела в составе суда присяжных Зинченко и его адвокатам следует заявлять. На это есть у Зинченко право. А там уже как будет дело двигаться дальше. Там надо будет уже смотреть, если дело дойдет до Верховного суда, потом до Европейского суда по правам человека. Я думаю, что как минимум или как максимум в Европейском суде решение такого украинского суда без присяжных признают незаконным. Поэтому желаю всем успеха в деле осуществления украинского правосудия. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!